Добрый вечер всем, кто меня смотрит, или доброе утро, кто меня также смотрит. Я записал первую часть коктейля, которым я, в общем-то, сейчас пользуюсь. Но так как у меня все поэтапно и задумано, я показываю, но не объясняю, потому что вопросов нет. Ну, значит, люди все знают, мне не надо умничать и объяснять. Когда наступит тот период, когда я сниму рубашку и будет понятно, что процесс подходит к какому-то финальному варианту, может быть, кто-то чего-нибудь спросит, поинтересуется. Я с удовольствием поделюсь тем, что знаю. Ну и чтобы, как все говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приятного просмотра. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Меня это вдохновляет, действительно вдохновляет. Поэтому я буду стараться для вас делать самые уникальные свои рецепты, демонстрируя их периодически в своей личностной форме, чтобы было хотя бы что-то видно, потому что многие хотят, говорят, но не делают. Рекомендуют, но не пользуются. Вот. Мой жизненный опыт говорит, что помимо того, что я делаю, мне это надо. То есть у меня мотивация конкретная. Так как я запланировал, для многих, конечно, смешной порог, прожить 150 лет. И прожить достойно. То, что я перенес, те операции, и то, что я взвалил на свои плечи, точнее, Создатель взвалил на мои плечи, я думаю, это как проверка, можно ли мне доверить еще что-то серьезное. Поэтому у меня есть мотивация, я знаю, что так должно быть, и надеюсь, что вы мои фильмы будете смотреть и будете подписываться. За что низкий поклон. Я благодарен вам за то, что вы подписывайтесь. Спасибо. Ну, я делаю себе еще коктейль. Только делаю сегодня вечером. Время я вам показываю. То есть, в это время я готовлю себе коктейль на завтра. Потому что завтра мне надо будет рано уехать. И потом приехать в районе обеда. И чтобы мне быть в ритме своем, я буду конкретно вам показывать, что я делаю, как я завтракаю. Мои ингредиенты. Это семечки тыквенные и семечки подсолнечниковые. Петрушка, но я уже ее порезал. Что-то положил, а что-то оставил для того, чтобы вам показать. И излюбленный вариант кефира. Объясняю. Для того, чтобы коктейль оказался плотным, вкусным и правильным, он как и очищающий, и как детоксный идет. В общем-то, я добавлю потом еще один ингредиент. То есть, уже утром. Я сейчас вам его покажу. Это мой гранатовый сок. Он не хранится больше 3 дней. Бутылка завтра как раз 3-й день будет. И когда будет коктейль готов, я завтра утром добавлю сока. А потом вылью все в бутылку. Ну, из-под газировочной воды. И заберу с собой. Ну, естественно, я потом буду пить свои таблетки. И все. А семечки я буду размельчать в кофемолке. А потом высыпать их наверх на петрушку. Я весь этот процесс постараюсь вам показать. Я поставил со стола в более светлое место, чтобы показать. Здесь 3 ложки семечек, так как я делюсь с женой. Я это все раскрошил, отсюда взяв. И сейчас я залью кефира и буду взбивать. И поставлю в холодильник. Для того, чтобы произошла ферментация. То есть, если кто не знает, чтобы было витаминов больше. Показываю маленькую хитрость.
То есть я ложкой обратной стороной сделал дырочку до ножей. Ну, для того, чтобы воды, допустим, не лить. Ну, чтобы было вкуснее, полезнее, чтобы ферментация была чисто с кефиром. Но если вы слышите, булькает. Ну да, это выходит в воздух. Сейчас все это опускается потихоньку, но уже можно включать. Ну что, делаем старт медленный. Вот и все. Но я не буду жужжать вам. Я не буду жужжать долго. Я просто приблизительно минуты 2-3. То есть я смотрю на кусочки, которые измельчаются. И я больше не буду сильно мелко. То есть я как бы спокойно такую массу употребляю. Тем более будет добавлено вот столько сока граната. То есть это приблизительно 100 грамм. 100-120 максимум грамм. Жена сегодня вечером это будет пить. А я буду остатки свои, ну, с кефиром сделать. То есть я пока не мешаю кефир. Ох, я помешал с кефиром, а она же не пьет кефир. Значит, она сегодня отдыхает. То есть пусть что-то другое выпьет или скушает. Вот. А я сделал для себя единоличник. Ай-яй-яй. Я не склонен к обманам, поэтому я вот отлил. Жена, если захочет. Ну, я считаю, что так как она уже, извините меня, достаточно долго не пьет молока, продуктов, белков животных и так далее, может она сделает отступление для себя любимой. Но я себе оставил вот столько. И вот столько будет сока. Ну, я скажу конкретно, на это количество, что есть, я налью 100 грамм. У меня есть мерка, я это налью. Ну и это, кто хочет, пробуйте. Это хороший очищающий коктейль как на завтрак, так и на ужин. И он помогает организму. Там есть все необходимые вещества, даже такие как селен. Вот, не знаю. Я стараюсь показать вам то, что и вкусно, и полезно. А сюда мы нальем сока. И его можно будет употреблять. Жена придет, она у соседки. Может, через полчаса, может, чуть позже. И я ставлю в холодильник коктейль. На ферментацию, точнее, в холодильник. Чтобы все было истинно и по правде. Ой, и снимать, и лить не получалось сразу. Все. И как раз тут мне осталось. Я не знаю, видно, не видно. Видно. Хватит. Не будем жадничать. Гранат соку. Переизбыток нам не нужен. Приятного всем аппетиту. Это я перед таблетками своими вместо, так сказать, ужина буду пить. Так как я сейчас сильно контролирую свой вес. Ладно. Время еще детское, 7:30. Это как раз нормально.